Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, январь 2024 года. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И образы карт вам дадут какие-то подсказки или ситуацию свою жизненную вы сумеете просчитать хотя бы на пару шагов вперед. Январь месяц. Перемены, вообще-то. И первый момент, это у нас 2 числа. Меркурий выходит из ретро-движения. И если прежняя какая-то ситуация требовала пересмотра ваших планов или была в планах еще раньше поездка, а здесь что-то отложилось. Вот здесь как раз все может стать на свои места, и вам словно зеленый свет как раз осуществить ваши намерения, воплотить это в жизнь. И самое главное, наверное, событие 21 числа переходит планета Плутон в знак зодиака Водолей. Это мы все где-то прочувствуем начало эпохи Водолея. Не будет как прежде. Это новая структура, которая продолжит отстраиваться, и основные вехи мы увидим уже в 25 году. Но в 24 году мы это прочувствуем, и тенденции, они уже будут нам понятны. Если 2023 год, я часто говорила, это год адаптации, в 2024 году принять новую игру по новым правилам будет для нас, для всех очень важно. И Плутон в Водолее – это больше свободы, индивидуализма, в хорошем смысле, больше самореализации, когда мы сконцентрируемся на том, чтобы вот я хочу быть счастливым. И если поставить перед собой такую задачу, будете, мои дорогие. В разрезе января давайте мы достанем первую карту. Какая сфера жизни наиболее проиграется у вас в январе? Чем придется, может быть, заниматься? Или что будет стоять на первом месте? Какие задачи? Вот именно какой сферы жизни? И что в связи с этим для вас важно знать? Сюрпризы – это то, что со знаком плюс. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Что скрыто? Что может помешать? Давайте такую карту достанем. Что будет помогать, по мнению карт? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, денежная энергия, личная жизнь для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Итак, что же на первом месте будет? Это может быть, конечно, конкретный человек, если таковой имеется. И это у нас стихия Земли, Телец, Дева, Козерог, или может быть асцендент, который будет вам помогать, вас поддерживать, давать ценные советы нужные. По этой карте идут люди, те, которые сделали себя сами. Вот этот райский сад, среди которого находится королева, она создала сама. Это, очень трудолюбивые, правда, по этому знаку проходят люди. Но и эта карта может означать ваши труды какие-то. Или вы будете отстраивать свое вот такое же надежное, прочное положение, как по королеве Пентаклей. Когда я тоже хочу, чтобы у меня было, как и все, под контролем, и чтобы мои планы осуществились, превратились мои намерения вот в этот цветущий прекрасный сад, как у королевы Пентаклей. Сама по себе тема финансов и вашего самовыражения, вашей работы, вашего творчества, ваших, может быть, честолюбивых планов, амбиций, то, что вы хотите создать, или каким образом я буду зарабатывать деньги. Хотя по этой карте может проиграться мой дом, ваш дом, мои дорогие, в контексте мой дом, моя крепость, или личная жизнь. Здесь как будто баланс по всем сферам жизни, вот это отличает королеву Пентаклей. Что важно знать? Самодостаточность. Вот все то, что я сейчас сказала, дополняет эта карта и усиливает раза в 3. По этой карте нам показана девушка, которая абсолютно в себе уверена. И, видимо, вот этот сокол, который сидит у нее на руке, дополняет контроля или символики контроля над ситуацией, над тем, что окружает, над тем, что приходит к нам со стороны, над тем, то, что мы уже проделали до этого времени, и мы не ставим крест на чем-то. Я имею в виду из деятельной какой-то вашей части жизни. А здесь как будто мы все преувеличиваем, приумножаем, в конечном
конечном итоге получаем больший доход, готовы где-то и учиться, все контролировать. Одним словом, новое качество жизни, изобилие, процветание и самодостаточность идут по этой карте. Что важно знать? Вот январь у вас такой. Сюрпризы. Дополняет еще нам карта. У кого-то личная жизнь, правда, и это, знаете, как вы в паре думаете в унисон. Абсолютно можете даже интуитивно друг друга чувствовать. Полное согласие. Или для кого-то из вас возможности согласовать какие-то документы, отправиться, правда, может быть, и учиться, или наметить себе какую-то траекторию надежного успеха и где-то нового старта с большим прогрессом на будущее. В сюрпризах могут быть какие-то, знаете, как вы изберете, может быть, или добавите себе элемент новизны по вашей работе, или, правда, кто-то начнет вид деятельности, который со стабильным доходом и на длительный период времени. Или по этой карте, когда вы будете пробовать себя в новом деле, опять же, с теми же самыми посылами, чтобы отстроить свое прочное будущее. Здесь сама по себе карта надежности, стабильности и финансов. Вот это в сюрпризах. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Девятка кубков, мои дорогие рыбы и рыбки, у вас что-то потрясающее будет стоять в январе по части заработков, вашей самореализации. Самореализация на первый план, заработки, наверное, будет уже вторично. Хотя две лучшие карты самореализации вам выпадает девятка. И о чем нам говорят? Две девятки. Будут еще перемены. Поэтому вам как придется... Вы сделали шаг, и вам надо словно... закрепиться в этом, понимаете? Чтобы удержать этот успех. Обязательно. Не делать чего-то небрежно, понимаете? Не делать чего-то на автоматизме. Вы в январе можете заложить такой шикарный фарватер длиной в целый год. Как и по части самовыражения или самодостаточности, так и по части надежного финансового положения в том числе. У кого-то это возможность в личной жизни, правда? Когда... Если хотите переезд, пожалуйста, хотите свой бизнес, пожалуйста. Тут очень много чего можно себе не просто запланировать, а как будто знать, как это совершить. Самое главное – это ваши действия, безусловно. Все эти карты деятельные, посмотрите. Здесь ни разу нам не сказали о том, что мы сидим, чего-то ждем, и оно к нам приходит. Нет. Здесь ваш успех будет прямо пропорционален вашим приложенным как и усилиям, так и правильному просчету. Безусловно, есть какая-то материальность во всем этом на январь месяц, но, видимо, вот такой оплот самому себе вы должны построить. Что скрыто? Какое-то разочарование, которое у вас не получилось дело, допустим, продвинуть, то, которое для вас было, может быть, какой-то период времени очень важно. Или вы хотели осуществить проект. То есть есть какое-то разочарование. И что скрыто? Теперь это называется Его Величество опыт. И он как будто вам помогает не совершить ошибку. Правда, здесь должно быть что-то без ошибок. Не повторите то, как будто вот я сказала, не делайте что-то на автоматизме или небрежно. Или согласиться с чем-то, с кем-то, тоже небрежно. Нет, здесь придется, знаете, просчитывать, как будто работа мозга, сознания, рационализма, но практически каждый день. Вот не получается что-то делать так вот, знаете, спустя рукава или ну пусть оно идет, как идет. Нет. Потому что что-то, как печальный опыт, не должно повториться. Он вас как будто закалил и сделал сильнее. И он был вам дан для того, чтобы теперь приступить к самореализации. Никто ничего не скрывает. Отчасти по этой карте иногда бывает, что о себе могут напомнить люди, которые нам как раз эти неприятные эмоции привнесли. Но мы их не исключим из своей жизни, такое бывает. Ну и поэтому и уже эмоционально вы туда, в этом направлении или в сторону этого человека реагировать тоже не будете. Здесь больше о неповторении какой-то ошибки или грустной истории. Поэтому вот все то, что выпало в начале. Что может помешать? Да ничего. Тут вам словно ангелы трубят о возрождении и о том, что период, когда заканчивается боль, разочарование, вот все то, что я сейчас говорила.
какие-то, то, что не получилось, какие-то проекты, которые, ну, не срослось, ни к чему не привело. По этой карте вы в руках высших сил, буквально. Вселенная где-то будет помогать через ваших ангелов-хранителей. Нет ничего такого, чтобы вам помешало. Единственное, если вы застрянете в каких-то мыслях, вспоминая прошлое, вот анализировать глубоко определенно не стоит. Здесь у вас что-то начинает меняться в вашей жизни. Давайте мы посмотрим, что же будет помогать, если вы немного на своей волне. Если вы имеете в первую очередь намерение, цель, желание, мечта, и желание это осуществить, и готовы к каким-то действиям. Вот это все тут будет вам помогать. Рассчитывайте вы тоже сами на себя. Не надейтесь на его величество случай. Больше прислушивайтесь к интуиции. У отшельника фонарь, и фонарь включается ровно тогда, когда необходимо. И на карте включается фонарь, впереди змея. Слушайте интуицию, мои дорогие. Не доверяйте тому, что слышите на первый момент или на второй пусть даже. Или это человек, когда вам группа людей обещают золотые горы. Просчитайте все. Будьте очень рациональны. С чем-то ошибки не должно у вас быть. Это будет очень важно, потому что именно ваш какой-то, знаете, как жизненный путь, вот что-то глобально, как будто закладывается уже в январе. Как минимум, правда, ваш успех на весь год. И новое качество жизни. Посмотрите, какие карты. Дела, работа, бизнес. Нам показан человек, который повернулся уже спиной к тому прошлому или даже к сегодняшнему дню. Он смотрит вперед. Вот и вы смотрите вперед. Карта прогресса, карта якоря, когда у вас все под контролем должно быть. И просчитываем вот как по всему этому ряду карт на последующую перспективу и держим все под контролем. Нет пока как бы человек, который он стоит, он еще не запрыгнул на этот корабль, он выбирает. Есть состояние пока выбора. Или с чем-то не просчитаться, все продумать и до мелочей, может быть, себе какую-то тактику, стратегию заложить. Это карта прогресса на долгий период времени и правда. Будь то это дела, может быть это обучение, может быть это ваши планы, взгляды, желания. Вообще как цель, которая вас ведет и которая может реализоваться. И предпосылки к этому вы будто будете знать, мои дорогие, ваше направление точно уже в январе. И если даже кто-то меня смотрит в декабре, еще пока колеблется, вот есть какая-то неразбериха, ну, значит, каким-то образом у вас это отстроится. Если вы сами ищите вот именно как цель направления, чтобы не было каких-то ошибок вот горьких из прошлого, у вас, безусловно, это получится. Потому что цель или намерение, или наше желание, мечта, когда мы переводим уже в какую-то конкретную, ну, тактику, стратегию или в тезис-план, это говорит о том, что мы готовы действовать, понимаете? И вот эта готовность к действиям, она у вас как будто уже выпадает в январе. Финансы, хотя нам про финансы все сказали, все карты, какие могли, уже, по-моему, выпали. Карта император, понятно, император нищий не бывает. И нам здесь как раз тот император показан, который... У него все под контролем. Но есть такой момент. Можете вы, кстати, строить свою карьеру. И где-то через карьеру будет, нам, собственно, об этом и сказали, приход финансов осуществлен. Вы можете согласовывать какие-то документы в банках. У кого-то это могут быть закрытие кредита, у кого-то это могут быть как ипотечные кредиты, наоборот, открытие. Или какое-то ваше намерение. У кого-то, может быть, и бизнеса будет касаться. И я это тоже не могу отрицать. Но держите все под контролем. Финансы тоже. Нам уже где-то об этом сказали. Император, он не может себя обесточить финансово тоже. Он должен контролировать, ну, буквально все. Потому что на кону всегда будет стоять он сам. Вот вы сами в своих желаниях и самореализации, и в самодостаточности у себя на кону. И даже если игра по новым правилам с условием Плутона в Водолее, вы как будто в эту игру можете вписаться очень хорошо. Да, это не будет как вау-проект за пару дней и на десятилетия. Нет, придется прикладывать усилия. Но это такая блестящая самореализация у вас получится.
в 2024 году, что вы смените статус. Командовать парадом будете вы. Личная жизнь. У кого-то могут проходить вопросы слушания в суде, буквально иногда по королю мечей. Может быть, это человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, это или имеет там асцендент, и будет какое-то взаимодействие. Может быть, как согласование. В зависимости от того, что у вас на повестке дня, вы можете искать информацию, например, у юристов, у адвокатов. Для кого-то из вас может быть, чтобы знать о себе что-то по части здоровья, вы можете обратиться к врачам, пройти обследование, вот это тоже, или зубы мы лечим, да. Для чего? Посмотрите, по королеве Пентаклей для нее важно все. Как императрица, для королевы Пентаклей очень важен имидж, вопросы имиджа, здоровья, потому что она ведь ресурсная сама по себе. И физическая форма, как и душевное равновесие, это тоже значит где-то наш ресурс. И может быть, если вы чувствуете недомогание, тогда не додумывать нужно анализировать что-то самому, а обратиться к врачам, чтобы расставить все по местам. У кого-то это может проиграться. У кого-то вопросы, связанные с недвижимостью, например, дома вы хотите что-то переделать, проходят тоже узкие специалисты. То есть, если вы не профессионал в конкретном вопросе, то тогда карта нам, как совет говорит, обратиться к этим специалистам. Но карта нам не совсем про любовь, говорят, должна сказать, а больше рационализм, какой-то расчет или с чем-то вы не должны просчитаться. И рядом с арканом императором это где-то близкие энергии, хотя император больше огня. Но он умеет быть вот таким хладнокровным, и ведь это статусная карта. Она тоже отчасти может говорить о смене где-то, когда вы делаете карьеру и меняете статус. Смена, вообще в вашей жизни происходит каких-то основополагающих моментов, принципов, которые для вас будут важны. Вот, видимо, это тоже присутствует по королю мечей. И вот в таких энергиях вам, хладнокровных, периодически будет нужно находиться для того, чтобы вовремя понять, как действовать на потом, вовремя распределить финансы, увидеть какие-то возможности в том, что Вселенная, мы говорим, да, словно помогает, может быть, как в неожиданностях, и все время все держать под контролем. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, вот такой январь, шикарный. И будьте счастливы и любимы всегда.